Друзья, всем привет! Кто из нас, будучи еще мальчишкой или даже девчонкой, не помышлял о том, чтобы найти старую, пожелтевшую от времени карту и найти клад? Эта невероятная история произошла в прошлом веке в Соединенных Штатах Америки. В 70-е годы дети и не знали, что такое гаджеты, компьютеры и так далее. Все детство проходило на свежем воздухе со сверстниками. Играли в разные игры, рассказывали страшилки, строили дома, шалаш и, конечно, искали клад. Просто брали лопату из сарая и отправлялись, куда глаза глядят. И история о том, что двое мальчишек из обычной семьи взяли из сарая лопату и пошли искать клад. И пошли не на таинственный остров или еще куда-то, а они решили поискать сокровища во дворе собственного дома, куда только переехали со своими родителями. И вы представляете, они нашли. Причем родители едва не предотвратили это событие. Мать мальчика, заметив, что ребята роют что-то, велела им немедленно прекратить их деятельность. Они уже хотели бросить лопаты и идти домой, но вдруг лопата уперлась во что-то твердое и, судя по звуку, металлическое. Глаза у мальчишек загорелись. Неужели клад? Они продолжили копать и вскоре поняли, что это вовсе не сундук. Предмет был очень большой. И тогда они позвали родителей и рассказали, что здесь что-то есть. Взрослых обуяло любопытство. И они подумали, а вдруг это тоже клад? Все долго копали и наконец-то раскопали. Им удалось найти под землей самый настоящий автомобиль. Причем это была не какая-то легковушка, а красавец Феррари. В это время вокруг раскопок собралась уже целая толпа, состоявшая из местных жителей. И они были все в крайней степени изумления. Родители мальчишки из соображений безопасности поначалу вызвали на место полицию, дабы удостовериться, что машина не заминирована на предмет наличия внутри чего-то необычного, ужасного. Прибывшие полицейские осмотрели автомобиль и не обнаружили ничего противозаконного. Он был совершенно пуст. Радости мальчишек не было предела. Но в дальнейшем машину извлекли из земли уже с помощью экскаватора. Самое интересное, что автомобиль, явно пролежав не один год, не имел практически никаких внешних повреждений. Конечно, не считая того, что он был полностью в грязи. Впоследствии его удалось обслужить и приступить к эксплуатации. Иногда природное любопытство играет с детьми злую шутку. Они не всегда понимают ту степень опасности, которая может поджидать их в той или иной ситуации. Однако именно оно помогло нашим героям из далекой Америки совершить невероятную находку, которая в одночасье сделала их знаменитыми на весь мир. Согласитесь, их современным сверстникам есть чему поучиться. Не так ли, друзья?